Привет! Сегодня мы с Алексеем находимся на международной выставке «Россия» ВДНХ Москва. Хотим посетить павильон ВПРФ, который рассказывает о том, как развиваются наши города, какие уже изменения у нас произошли, что нам еще ждать впереди. Говорят, там очень много интерактивных экспонатов, и я предлагаю вам посетить эту выставку сегодня вместе со мной. Поехали! Павильон разделен на 3 сектора. Прошлое, мы с него начинаем, а затем мы перейдем в зал с настоящим и посмотрим, что нас ждет в будущем. Мы хотим рассказать о нашей стране, о том, как стремительно меняется жизнь в российских городах. С помощью нашей цифровой платформы вы сможете опробовать машину времени, которую создал для вас искусственный интеллект. Вы написали историю жизни обычной российской семьи. Наше путешествие продолжается. Просим вас пройти в следующий этап. Вот на этом стенде можно увидеть, чем богат и знаменит именно ваш город. Вот, например, Астрахань – это город с самым длинным жарким периодом. Также там платформа говорит, находится самый южный Кремль в России. И, внимание, необычный факт – Астрахань – это лидер в России по разведению верблюдов. Но это вы сможете видеть, если вы попадете на эту выставку. А так как я здесь, я буду искать свой. Кто знает, из какого я города, кто первый напишет в комментариях. Липецк. Давайте посмотрим. Расположен на реке Воронеж, 450 километров от Москвы. Мы это расстояние знаем прекрасно, потому что ездим сюда на машине. Промышленный, агротехнологический, авиационный центр, на минуточку. И здесь находится у нас особая экономическая зона. Город металлургов, целебной минеральной воды. Еще Петр I в Липецке испытал на себе силу нашей минеральной воды. Приезжайте к нам в гости, попейте наши минералочки. Прямо возле нашего дома источник. И это один из самых молодых региональных центров России. Можно узнать, как сейчас создаются современные лекарства. Лекарства, прежде чем попасть на рынок, проходит очень большой путь. И благодаря новым технологиям этот путь сокращается, но выпуск лекарств остается по-прежнему безопасным. Является аналогом делать кардиограмму всего за 1 минуту. Достаточно будет сесть в кресло, взяться за ручки или взять в руки кардиокарту. Результаты, то есть кардиограмму полноценную, вы получите на электронное устройство спустя 1 минуту. А результат придет мне на телефон, да? Да, СМС вам придет. Код рождения мы никому не покажем. Будем смотреть. Такие же можно поставить в каждой поликлинике, да? Они уже во многих местах стоят, в том числе и в МФЦ, в общественных местах. То есть это уже реализуется, да, проекты? Да, конечно, уже повсеместно реализуется. Это очень круто. Так, и это бесплатно стоит? Да. Держите за поручни, не разговаривайте, не смейтесь в течение минуты. Уже через минуту приходит СМС со всеми вашими показателями. То есть у меня уже на телефоне отчет полный мой медицинский. Не надо записываться к врачу, не надо ждать долго, отдельно приходить, отдельно настраиваться на эти процедуры. Все, у меня уже за 1 минуту все в телефоне. Портативная версия кардиокресла. Ее просто можно засунуть себе в карман, портмоне или носить с собой, периодически проверять свое здоровье. В течение 15 секунд идет калибровка, и в течение минуты то же самое, как кардиокресло, он делает ЭКГ. Для кого карта больше всего полезна? Процентной вероятности более 70% обладателей кардиокарт – это люди за 50. То есть у тех, кто больше всего находится в зоне риска. Должен следить за своим сердечным ритмом. Да, и слава богу, у них есть эта возможность. Студенты медики проходят практику виртуальной реальности, учатся осматривать пациента и выставлять ему диагноз. Программу Медвер, симуляционное обучение в медицине, например, уже применили в Сеченовском университете. О, я нахожусь в комнате. Да. Обалдеть. И вот так медики наши будут учиться, да? И сдавать экзамены. Раздеться выше пояса. Мужчины, раздевайтесь, пожалуйста. Жмите кнопку А. Диагноз, лечение. Я поняла, медик из нее не получится. Это точно не мое. Ну и, конечно, операции стали сложнее. Об этом нам расскажет интерактив, что можно заменить в организме человека. Сегодня активно развивается сфера трансплантации и протезирования. Например, российские компании трудятся над созданием бионических протезов, которыми можно управлять с помощью нервных импульсов. Когда мы выходим из дома и вспоминаем, выключили мы утюг или нет, а кран я закрыл или он остался открытым. И вот смотрите, какие разработали датчики протечки, диммеры, с помощью которых вы всегда будете уверены, что ваши бытовые приборы выключены, а вода перекрыта. Можно ли заранее вызвать лифт через мобильное приложение или, не выходя из дома, посмотреть, на каком этаже он находится? У меня дом 7-этажный, но у меня есть шикарный новый лифт. Он
быстро приходит. Но если у вас высотка и вы не любите долго ждать лифт, смотрите, есть уже такие системы, которые через приложение вызывают лифт прямо на ваш этаж к моменту вашего выхода из дома. Я очень люблю, когда в моем доме есть умные устройства, и у меня в каждой комнате стоит увлажнитель. А в России разработали умный микроклимат. Здесь выходит воздух, он забирается, очищается, и вы в своем доме с помощью такой системы микроклимата сможете дышать всегда только чистым воздухом. И он практически бесшумный. Этот стенд посвящен тому, как должны выглядеть в городе будущего. Сейчас уже некоторые такие есть. Кампусы студенческие. Построить свой кампус мечты. Вы ставите кубики на экраны и можете прокручивать их для того, чтобы были разные компоненты. Я считаю, что дети именно так должны учиться в высших учебных заведениях, чтобы у них было все вместе. И учеба, и проживание. Тогда они будут лучше усваивать материалы. У нас будет расти наша новая элита. Мы как родители будем спокойны. Самое главное. Да. Потому что отправляют у нас вкусненько, которому всего там 15 лет. Мы очень переживаем, как он будет через весь город добираться на учебу, назад, там транспорт и так далее. И если таких кампусов будет больше, то мы будем только рады. Сегодня у вас тоже будет возможность побыть руководителем корпорации, или даже проще сказать мэром, распределив 10 сфер жизни в личном списке приоритетов, из-за чего картинка на экране будет меняться. Жилье, экология, безопасность, волонтерство, в зависимости от того, как вы расставите эти пункты, таким и получится ваш город. Мне кажется, здесь мне должно понравиться больше всего, потому что передо мной расположены приоритеты, которые важны в городе будущего. А прямо перед моими глазами этот самый город. Сейчас я эти приоритеты расставляю. Давайте вместе с вами. Вы еще в комментариях потом присоединяйтесь, как бы вы их расставили. Смотрите, что мы здесь видим. Счастье, развлечения, волонтерство, безопасность, сбережение природы, новый транспорт, образование, благополучие семей, новое жилье и комфортные улицы. Ну, на первом месте, видите, все ставят счастье. На второе место я бы поставила все-таки здоровье. На третье место я буду ставить благополучие семей. Я не знаю, что они под этим подразумевают, но если в семье у людей все хорошо, тогда можно уже обо всем остальном думать. Безопасность, да, давайте поставим безопасность, образование. Вот сейчас вы узнаете все мои ценности. Развлечения можно сразу спустить пониже, потому что человек может развлечь себя сам, если он самодостаточный. Движение природы, потому что окружающая среда важна. Новое жилье, комфортные улицы, волонтерство, новый транспорт и развлечения. Наверное, развлечения я поставлю чуть выше транспорта. И давайте посмотрим, что я получаю с моим выбором. На что похож мой город? Новороссийск, Ялта, Салехард, Краснодар, Калининград. Обратите внимание, как расставили приоритеты. Основная масса людей. На первом месте мы все ставим счастье. И на второе место, давайте, кто из вас поставил развлечения? Вы считаете, это самое главное, да? Я с вами не согласна. Третье место – безопасность. Ладно, безопасность – это важно. Волонтерство, сбережение природы, новый транспорт. То есть для вас важны эти самые новые трамваи, которые в нашем Липецке запустили благодаря ВПРФ. Образование. Вы считаете, что образование – это только 7-е место? Мы будем неграмотными, зато развлекаться. Если вы, как и я, любите статистику, это для нас с вами, ребята. Можно увидеть, как отличается семья в 99-м году. Это плюс-минус время, когда создалась наша семья. И сейчас, в 2024-м. Вот что бы вы хотели узнать? Например, давай поженимся. Предложение делали в возрасте меньше 24 лет. Прямо практически как мы, да, Леша? 24 года. А сегодня семьи создают от 25 до 34 лет. Ребята, не затягивайте. Все надо делать вовремя. Смотрите, из 10 пар только была одна в незарегистрированном гражданский брак. А сейчас 2. А знаете почему? Потому что сегодня самое главное, люди считают, любовь, а не штамп в паспорте. Таким образом, вы можете посмотреть статистику по другим направлениям. Например, когда появляются дети, что раньше становились мамой в 26 лет. Я, кстати, стала мамой в 25, 24, я забыла. А сейчас мамами становятся в 29 лет. Был в семье 1 ребенок, а сейчас в семье 2 или больше, как у нас. С помощью него сегодня создаются отечественные мультфильмы. Вы также одну из функций программы можете протестировать, отредактировать эмоции персонажей Ганзель и Гретель из одноименного мультфильма. Я меняю эмоцию, и она меняется. Смотрите, у персонажа усмешка, недоумение, радость. Смотрите, сделаем радость. Нет, это какая-то странная радость.
Школьники, я вам завидую, я бы тоже хотела в такое поиграть, когда была бы школьником. И это студия «Воронеж». Она уже делает очень крутые мультфильмы. Химический состав своих органов с помощью интерактивной панели «Компоненты жизни» от Политехнического музея. С экраном действительно можно будет взаимодействовать своими движениями и узнавать интересную информацию о себе. Например, моя Марта учит биологию человека, анатомию. Она вот так сканирует себя в школе и может про все элементы тела посмотреть. Например, я училась, когда в нутрициологии, вот я постоянно слышала вот это синтаза. Здесь мы можем видеть, как она выглядит, за что отвечает. Все, просто все. Школьники будут гораздо более продвинутые, если будут пользоваться такими штуками. Аудиоспектакль, где жители наших городов рассказывают о том, как водные ресурсы повлияли на их жизнь. Здесь, именно в этом кресле, вы можете послушать истории жителей нашего родного Липецка в рамках вот этого проекта «Путь воды», потому что ВЭП РФ реализует замену водоснабжения в нашем городе. И, кстати, у нас в городе есть стенды «Путь воды», и я уже давно по коду скачала эти истории и послушала их. Поэтому рекомендую вам это тоже сделать. А вы сейчас меня здесь забудете, и я буду слушать истории и отдыхать. Управлять экологическими ресурсами города совсем непросто, и ВЭП РФ поддерживает проекты в области эффективной энергетики и борьбы с мусором. У нас здесь разработано 2 игры, например, эффективная энергетика для стратегов, где вы можете на себя примерить роль министра и распределить ресурсы для жителей вашего города, а также побить рекорды в наших веселых, озорных мусоровозных гонках. Меня очень порадовало, что на стенде «Путь воды» я увидела рассказы жителей именно моего города Липецка. Также ВЭП РФ реализует проект с запуском новых трамваев у нас в городе. А сейчас мы переходим к экспозиции про будущее. И я должна на стенде ответить на вопросы, каким я вижу город будущего, и мне покажут его картину. Вот хотели бы вы увидеть город будущего вашей мечты, вашими глазами? Ну, пока будете смотреть на мой. Пойдемте, там от трансформера. Мне кажется, что это значит умный дом. Вы видите человека будущего, как он будет выглядеть, как я буду выглядеть в будущем. Пара-пара-пам. Добро пожаловать в будущее. Мне Валерий Сюткин сюрприз пообещал. Ты все пропустил. Сейчас мы с вами пойдем смотреть, как роботы делают кофе. Вообще, для нас это уже тоже не будущее. У нас уже роботы делают мороженое. Но скоро всем кофейням наступит конец эры, и кофе будут делать роботы. Вау, спасибо вам большое. Поставил. Вау. Настоящий кофе, сделанный роботом. Лаванда, ежевика, по-моему. Пахнет очень приятно. Очень вкусно. Мы с вами заглянули в прошлое, посмотрели, что уже реализуется в настоящем и что нас ждет в будущем, какие инновации, технологии придут в наши дома, в наши города, что вам откликнулось больше всего, пишите в комментариях, на что вам было интереснее всего посмотреть. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал Баблик, потому что там я показывала бэкстейдж с этого мероприятия, и на канал Крюкова, и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить уведомления и посмотреть новые видео на нашем канале самым первым. Пока-пока!